Приветствую, друзья! Позади меня находится Ватикан, куда идут толпы туристов, различных паломников, священников. Но мало кто знает, что на этой маленькой улице жил самый известный палач этого города. Мне хотелось бы немного вас погрузить во мрак и религиозность города Рима. Как говорится, non basta una vita per raccontare tutte le bellezze di Roma, что переводится как «не хватит одной жизни, чтобы рассказать о всех красотах Рима». Мы поговорим в основном о мраке, но в любом случае придется сделать серию выпусков, так что подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, чтобы их не пропустить. Начнем наше погружение. Мы подошли к дому, в котором жил так называемый Божий палач Джованни Баттиста Бугатти. По-другому он был известен как Мастро Тито. Он был магистром правосудия, ответственным за исполнение наказаний, вынесенных Святым Престолом. То есть, проще говоря, он был палачом Папы Римского. До 1870 года Рим был такой резиденцией абсолютной монархии, где Папа Римский правил, как и другие европейские правители. И смертный приговор ожидал всех тех, кто осмеливался бросить вызов законам Ватикана. Мастро Тито дебютирует на эшафоте в возрасте 17 лет. За свою долгую карьеру он работал папским палачом в течение 68 лет с 1796 по 1864 год. Им было приведено в исполнение 514 смертных приговоров. Интересно, что в его личном журнале было 516 имен. Но дело в том, что одного человека просто застрелили, а другого повесил и четвертовал его помощник. Виселица для Тита была такой своеобразной сценой, в которой он выступал в роли такого четвертого всадника апокалипсиса. Он всегда носил такой красный плащ и орудовал огромным ножом с черепом льва на рукоятке. Кстати, эти вещи хранятся сейчас в Риме в музее криминологии. Тито был невероятно безжалостным, но очень эффективным. И естественно, что палача не любили горожане, вплоть до того, что ему был запрещен проход в город. Он не мог перейти через мост реку Тибр. И римлян можно понять. Представляете, вы идете куда-то на рынок, гуляете и встречаете человека, а вы все знаете, что он по сути мясник. Потому что он не просто людей вешал, особо опасных преступников он четвертовал и из частей тела устраивал некую экспозицию. А в конце вообще брал за волосы отрубленную голову и показывал ее всему народу. И в связи с этим у римлян появилась пословица «Boia non passa ponte» – «Палач не переходит мост». Но иногда ему мост переходить приходилось, чтобы совершить особо показательную казнь. И когда он это делал, за палачом шло огромное количество горожан увидеть это зрелище. И появилась вторая пословица «Палач мост переходит». И смысл пословиц ясен. В первом случае говорится о том, что если он мост не перешел, значит все остаются на своих местах и все в порядке. Но если палач мост перешел, значит сегодня кто-то умрет. Например, в те редкие дни, когда нашему палачу разрешали переходить Тибр, он приходил именно на эту площадь, чтобы совершить свою казнь. И, кстати, здесь был сожжен Джордано Бруно, которому и установлен памятник. Свидетелями его казни были два великих деятеля английской культуры. Поэт Джордж Байрон, который свои ужасные впечатления от казни описал в письме своему издателю, а также писатель Чарльз Диккенс, который в книге «Письма из Италии» рассказал историю, как однажды возле гробницы Нерона в Риме бандит убил баварскую графиню, еще ее и ограбил. И Диккенс в деталях описал такой оргиастический
рев толпы, сопровождающий падение клинка Тита. В толпе не было ни жалости, ни сожаления, ни отвращения. В почтенном возрасте 85 лет в 1864 году Тито совершает две последние казни и освобождает место своему помощнику и ученику. Папа Римский, Пий IX, дарует ему пенсию в размере 30 скудов в месяц. И вплоть до своей смерти Тито посвящает время тому, что обучает тонкостям своего ремесла. И тут интересна игра судьбы, потому что имя палача было Джованни Батиста, что переводится как Иоанн Креститель. А как закончил свою жизнь Иоанн Креститель, мы все знаем. Этот мост нас связывает с еще одной очень мрачной историей. Дело в том, что в XVI веке здесь была обезглавлена милая девушка из аристократической семьи по имени Беатриче Ченчи. Ее дед был казначеем самого папы римского Пия V, а отец его бастардом. Естественно, потому что церковный чин не мог официально иметь детей. Когда Беатриче схватили, она объяснила, ее взяли за то, что она организовала по предварительному сговору со своей семьей убийство собственного отца. Она это объяснила тем, что ее отец всю жизнь провел в распутстве, и это его привело к невероятной ненависти к своим собственным детям. А в отношении Беатриче это еще превратилось в кровосмесительную страсть. Таким образом, эта история, она облетела весь Рим, и знатные римские граждане писали римскому папе с просьбой помиловать Беатриче, потому что они знали эту прекрасную девушку. А также римляне знали отца Беатриче, который однажды уже был в тюрьме за какое-то там изнасилование. Но благодаря большой сумме денег, которую ее отец дал папе римскому, он вышел на свободу. Римляне верят, что если прогуливаться по этому мосту в ночь с 10 на 11 сентября, здесь можно встретить призрак Беатриче, которая просто здесь прогуливается и смотрит на небо. Представьте судьбу девушки, над которой при жизни издевался отец, а после смерти, спустя столетия, когда французы оккупировали Рим, французские солдаты надругались над ее могилой. И некоторые говорят, что французские солдаты играли в мяч ее головой. Беатриче поразила римлян своей невероятной мужественностью. Она очень мужественно вела себя во время допросов и также мужественно приняла смерть от топора. И это событие, жизнь этой девушки, она отразилась во многих деятелях мировой культуры. Например, художник Гвидо Рени написал портрет молодой Беатриче, где она сидит в таком белом тюрбане, и похоже, как будто она одета в такой погребальный саван. Поэт Шелли посвятил ей трагедию, а французские писатели Дюма и Стендаль посвятили ей свои романы. Также говорят о том, что великий художник Караваджо присутствовал прямо при этой казни. И именно благодаря этому он смог с такими подробностями написать свою самую известную картину «Юдифь». Мы находимся во дворе дома, на котором римляне установили памятную табличку в честь Беатриче. На ней написано, что она была жертвой несправедливого суда, и именно отсюда ее проводили на место казни, к мосту Ангела. Дело в том, что это здание – это старинный римский суд и тюрьма, и это здание с 1375 года было под покровительством семьи Савелли. А Савелли – это старейший римский род, который ведет свою родословную чуть ли не от основания города Рима. И таким образом это здание нас переводит в следующую историю, потому что, дойдя до 17 века, когда мы смотрим генеалогию Савелли, мы находим человека по имени Массимилиано, который был поэтом и алхимиком. И сейчас мы пойдем в уникальное место, связанное с ним. Мы, наконец, добрались
до уникального места, которое находится прямо вот за этой вот стеной. Здесь находится алхимическая дверь. К сожалению, к самой двери подойти невозможно, потому что здесь все закрыто, ибо мы находимся в самом таком мультикультурном районе Рима, возле вокзала. Здесь герой нашего рассказа, маркиз Паломбар, построил виллу, в которой он встречался со своими друзьями, астрологами, магами и оккультистами. Также в вилле была своя собственная лаборатория, в которой они проводили различные опыты, то есть, скорее всего, пытались добыть философский камень. Известно, что философский камень, благодаря нему можно добыть эликсир жизни, а также превращать металлы в золото. Эта вилла, которая находилась здесь, она теснейшим образом связана с именем королевы Кристины Шведской, которая была самой образованной женщиной 17 века в Европе. Она знала 8 языков, и смысл в том, что также Кристина была невероятной такой коллекционершей. Но Швеция в то время не могла похвастаться какой-то уникальной коллекцией картин. У них было не более 100 работ каких-то малоизвестных немецких и фламандских художников. Но когда Кристине было 22 года, Швеция, так как была участницей 30-летней войны, захватила Пражский град в Чехии и добыла себе невероятные сокровища императора Священной Римской империи Рудольфа II. Известно, что Рудольф II был императором, магом и оккультистом. Один из шедевров, который попал в шведскую коллекцию, была невероятных размеров книга под названием «Библия дьявола». Такое название в массовой культуре она получила благодаря тому, что там есть полностраничное изображение сатаны. Этот рукописный кодекс с начала XIII века, скорее всего, писал монах в течение 20 или 30 лет. Книга весит 75 килограмм, и поэтому ее может поднять только 2 человека, делая этот кодекс самой вообще большой книгой по объему и содержанию во всей западноевропейской книжной традиции. Лично мое предположение, что Кристина, она обрела какие-то книги Рудольфа не только из огромных кодексов, скорее всего, у него была огромная библиотека оккультной литературы, потому что Рудольф, он собирал различные магические предметы со всех стран мира, и Кристина, которая знала в том числе древние языки, могла с этими оккультными трудами ознакомиться. В итоге Кристина Шведская оставляет престол, принимает католическую веру и переезжает сюда, в Рим. И здесь она дружит с маркизом Паломбаром. И они в 1680 году строят вот эту дверь. Также важно заметить, что Кристина, она создала некую такую академию Аркадия, в которой собирались поэты, философы, но на самом деле это была просто масонская ложа. И именно благодаря влиятельным масонам эта уникальная дверь до сих пор сохранилась. А сейчас мы перейдем к символике. На фронтоне алхимической двери изображена печать Давида, которая окружена кругом с надписью на латыни. И верхний конец занят крестом, соединенным с внутренним кругом, а нижний конец гексаграммы занят окулусом, то есть алхимическим символом солнца и золота. Феррис представляет собой символ розенкрейцеров, который упоминается часто в текстах 17 века. Возможно, кстати, впервые его напечатал на титульном листе своей книги алхимик немецкий Адриан фон Майнсихт. Книга Aurum Saeculum Redivivum, что переводится примерно как «восстановленный золотой век», то есть некая отсылка к древности. Латинская надпись гласит: «Есть 3 чуда – Бог и человек, Мать и Дева, триединое и единое». И надпись на иврите «Руах Элохим», что переводится как «Дух Божий». По краям мы видим астрологические знаки и соответствие планетам, металлам и с надписями на латыни. Например, такая надпись есть: «Сатурн – свинец». Когда в твоем доме черные вороны родят белых голубей, тогда тебя назовут мудрым. Если среди наших подписчиков есть алхимики, пожалуйста, напишите, что это значит.
Символ на фронтоне, вот этот, переняли баварские иллюминаты, которые появились примерно через 100 лет. И естественно, что этот символ, он окутан и питает различные гипотезы о теории заговора. А по бокам мы видим две такие статуи, и это бесы. Но бесы не в христианском понимании, это египетские боги, хранители домашнего очага и защитники от злых духов.